Разница между дыхательными практиками огромна, так как они решают противоположные задачи. Одни нужны, чтобы уснуть и расслабиться, другие, чтобы взбодриться перед тренировкой, третьи, чтобы вылечить астму, а четвертое — для глубокой психотерапии. Главное различие кроется в физиологическом механизме, влиянии на нервную систему и баланс газов в крови, и цели применения. Дыхательные практики представляют собой одну из древнейших систем работы с телом и сознанием, которая объединяет традиции йоги, даосизма, буддийской медитации и современной психофизиологии. Условно их можно разделить на три большие группы. Это успокаивающая, тонизирующая, энергизирующая и балансирующая. Пожалуй, начать стоит с древней даосской практики. Дыхание эмбриона и обратное дыхание. Даосская традиция предлагает принципиально иной подход к дыханию, чем индийские практики. Если йога стремится к пробуждению энергии и активизации, даосские методы часто направлены на успокоение, сбор и трансформацию внутренней энергии. Центральным элементом даосистского подхода является понятие ци, чи, житейной энергии, которую можно культивировать посредством специальных техник от дыхания. Дыхание эмбриона, тайси, представляет собой очень медленное и глубокое дыхание, при котором практикующий словно возвращается в состояние внутриутробного существования. Вдох и выдох делаются через нос, при этом дыхание настолько тонкое и медленное, что грудная клетка и живот почти не двигаются. Создается ощущение, что дыхание происходит само по себе, без усилий. Цель практики — перейти от грубого дыхания к тонкому, от внешнего к внутреннему, позволить энергии циркулировать в теле без насилия над естественными процессами. Обратное дыхание, фанси, кардинально отличается от привычного нам механизма дыхания. При вдохе живот втягивается, при выдохе выпячивается. Такое перевернутое дыхание массирует внутренние органы в противоположном направлении и считается в даосизме способом перезагрузки энергетической системы. Обратное дыхание используется в сочетании с визуализациями, когда практикующий представляет, как энергия опускается вниз при вдохе и поднимается вверх при выдохе, или наоборот, в зависимости от конкретной техники. Есть и популярные современные практики. Вот подробный разбор отличий между ними. Первое. Успокаивающие практики. Гипервентиляция СО2. Делается для снятия стресса, для уменьшения тревоги, подготовки ко сну, также замедляет сердцебиение. Запускается активация парасимпатической нервной системы, отдых и переваривание. Главный секрет – удлиненный выдох. Квадратное дыхание или дыхание 4 на 4 – это техника глубокого ритмичного дыхания для снятия стресса и улучшения концентрации, основанная на 4 равных фазах. Вдох на счет до 4, задержка дыхания на счет до 4, выдох на счет до 4 и снова задержка на счет до 4. Это помогает успокоить нервную систему, регулировать сердцебиение, снизить давление и улучшить сон. Особенно полезно перед публичными выступлениями или в моменты волнения. Дыхание 4-7-8 доктора Эндрю Вейла. Техника дыхания 4-7-8, популяризированная доктором Эндрю Вейлом, это простой метод расслабления, основанный на пранаяме, который помогает бороться со стрессом и бессонницей, успокаивая нервную систему за счет ритма. Вдох на 4 секунды, задержка на 7 секунд и выдох на 8 секунд, повторяя цикл несколько раз, чтобы перевести организм из режима «бей или беги» в состояние покоя. Кош – абдоминальное дыхание. Краш – абдоминальное или диафрагмальное дыхание. Это техника глубокого естественного дыхания животом, при котором диафрагма опускается, заполняя нижние отделы легких, что насыщает тело кислородом и снижает стресс. Техника включает медленный вдох через нос, чтобы живот расширялся, и медленный выдох через рот, сжимающий живот, при минимальном движении груди. Это противоположность поверхностного грудного дыхания, которое часто бывает при стрессе, и используется для релаксации, улучшения насыщения кислородом и в реабилитации. Дыхательные практики – тонизирующие и энергизирующие, гипервентиляция, глубокое дыхание. Это интенсивное дыхание, которое превышает потребности организма в кислороде.
Различают гипервентиляцию как симптом заболевания и гипервентиляцию в дайвинге, контролируемую и неконтролируемую. Также на основе гипервентиляции существуют специальные дыхательные техники. Дыхание Вима Хоффа. Это техника контролируемого дыхания, часть комплексного метода ледяного человека, направленная на повышение энергии, снижение стресса и укрепление иммунитета через гипервентиляцию и последующие задержки дыхания, что приводит к насыщению крови кислородом и управлению нервной системой, и практикуется в сочетании с холодовой терапией и концентрацией, но всегда в безопасной обстановке, лежа или сидя. Механизм выполнения. Быстрое и глубокое дыхание, гипервентиляция, приводит к снижению СО2, что вызывает сужение сосудов и парадоксальное кислородное голодание тканей, включая мозг, что тормозит кору и активирует более глубокие слои психики, высвобождая подавленные переживания. Также большой популярностью пользуются йоговские практики. Дыхание Капалабхати, или очищение черепа или сияющий череп, это мощная йогическая дыхательная техника, пранаяма, которая состоит из резких активных выдохов за счет сокращения мышц брюшного пресса, при этом вдох происходит пассивно, позволяя воздуху естественно войти. Эта техника бодрит, очищает дыхательные пути, улучшает кровообращение, концентрирует ум и активирует третий глаз, принося ясность и энергию, а также тренирует мышцы брюшного пресса, массирует органы и стимулирует нервную систему, подготавливая тело к практике йоги. Польза Капалабхати. Физическая. Очищает носоглотку, тренирует брюшной пресс, улучшает пищеварение, кровообращение и лимфоток, массирует органы брюшной полости, тонизирует организм. Ментальная. Проясняет ум, повышает концентрацию и энергию, снимает стресс, помогает бессоннице, успокаивает нервную систему. Духовная. Активирует третий глаз, шишковидную железу, что способствует интуиции и ясновидению. Балансирующие и гармонизирующие дыхательные техники помогают успокоить нервную систему, снять стресс и сбалансировать работу полушарий Бравга, используя техники вроде анулома-вайлома, переменного дыхания через ноздри, глубокого брюшного дыхания с акцентом на длинный выдох, дыхание по счету, вдох-задержка-выдох равной длины или дыхание океана, шипящий звук через закрытую глотку, создавая ощущение покоя и равновесия. Дыхание Нади-Шодхана. Попеременное дыхание. Это техника пранаямы в йоге, которая очищает энергетические каналы тела, нади, успокаивает ум, снимает стресс и балансирует нервную систему, чередуя вдохи и выдохи через разные ноздри, используя специальную пальцевую мудру, насагра-мудра, для блокирования одной из ноздрей. Эта практика помогает улучшить концентрацию, гармонизирует работу мозга и способствует общему расслаблению. Уджаи. Победоносное дыхание – это базовая техника пранаямы в йоге, выполняемая через нос с легким сужением голосовой щели, создающая ровный шипящий звук, океанский или шепот, и ощущение тепла, что успокаивает ум, концентрирует внимание, синхронизирует дыхание с движениями и разогревает тело изнутри, помогая при стрессе и в сложных асанах. Эффекты и польза. Успокаивает нервную систему, снимает стресс, тревожность, бессонницу. Концентрация. Звук помогает удерживать внимание, связывает ум и тело. Разогрев. Создает внутреннее тепло, активирует обменные процессы, разогревает суставы и мышцы. Укрепление дыхания. Тренирует дыхательные мышцы, увеличивает объем легких. Поддержка в асанах. Помогает держать силовые позы, синхронизирует дыхание. Метод Бутейка. Волевая ликвидация глубокого дыхания. Метод Бутейка, или волевая ликвидация глубокого дыхания, это система дыхательных упражнений, направленная на уменьшение частоты и глубины дыхания через нос для нормализации уровня СО2 в крови. Разработанный Бутейка, метод помогает лечить астму, аллергии и другие заболевания, связанные с хронической гипервентиляцией, путем тренировки поверхностного диафрагмального дыхания. Упражнения включают короткий вдох и более длинный выдох, задержки дыхания, вызывающие временный дискомфорт, нехватку воздуха, что сигнализирует о правильном процессе. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Суть методики Стрельниковой заключается в том, что все дыхательные упражнения выполняются с включением в работу рук, ног, головы,
пояса, пресса, плечевого пояса. Организм активно насыщается кислородом, и обменные процессы активизируются на клеточном уровне, усиливается внутреннее тканевое дыхание. Теперь как выбрать нужный вариант дыхания? Если вы в стрессе, панике или не можете уснуть, вам нужен длинный выдох. Попробуйте 4-7-8 или просто дышите в ритме квадрата. Если вы сонливы, нет сил или нужно поработать, вам нужна гипервентиляция. Попробуйте капалапарати, несколько кругов, или простые глубокие вдохи и выдохи с задержкой после вдоха, кумбхака. Если вы на эмоциях, в смятении, вам нужен баланс. Нади Шодхана, попеременное дыхание, поможет собрать себя. Если у вас проблемы с дыханием, астма, или вы хотите улучшить толерантность к СО2, изучайте Бутейка, но это требует обучения и времени. Независимо от выбранной техники, существуют общие правила, которые сделают практику безопасной и эффективной. Начинать стоит с освоения базового диафрагмального дыхания. Это фундамент, на котором строятся все остальные техники. Лучше всего практиковать в спокойной обстановке, в удобном